Заранее прошу прощения за, возможно, немножечко предвзятое отношение к этому фильму, так как я являюсь большим поклонником киновселенной Марвел и фанатом самого Человека-паука. Причем объективно разделяю фильмы с Магуайром, Гарфилдом и Холландом. Они все разные и по-своему любимы, но в плане эпичности старичкам уже сложно конкурировать с такой махиной, как Дисней, учитывая какое количество камео и отсылок в данной ленте. Но давайте по порядку. Человек-паук. Нет пути домой. Фильм начинается прямо с того же момента, где заканчивается предыдущий. Прямо с той же минуты, я бы сказал. Весь мир узнает от журналиста Daily Bugle о том, что под маской Человека-паука оказывается обычный школьник по имени Питер Паркер, которого теперь большинство считает не героем, а убийцей. Под ударом оказывается он сам и все его окружение. Теперь непонятно, как сложится дальнейшая жизнь персонажей. Явно не такой славы кто-либо из них когда-то мог себе пожелать. Главным героем является сам Питер Паркер, его близкие и друзья, а также Доктор Стрэндж, который с радостью соглашается помочь тому с его проблемой, из-за чего все становится только хуже. Нас с первой секунды фильма окунают в ту суету, в которой находится главный герой. Ты видишь, как тяжело ему, по-настоящему за него переживаешь. Пускай он и продолжает делать достаточно глупые ошибки, но такой уж он и есть. И действительно, начало фильма кажется очень мрачным, и все, что свалилось на плечи главного героя, ты ощущаешь, как говорится, на своей шкуре. Уж очень атмосферно это и передал режиссер, а сцена в квартире снята одним дублем просто шедевр, как мне кажется. Ну, начнем с того, что это комедия-драма. Да-да, вы верно все услышали, именно комедия и драма, причем фильм справляется с одним и вторым прям на максималочку. С одной стороны, это очень смелый и местами дерзкий фильм, так как он стебет практически все и всех, будь то любимый злодей или просто паучьи будни. Диалоги максимально смешные и увлекательные, а сцена, где собираются сразу несколько главных персонажей, хочется пересмотреть еще раз сразу же после конца этих самых сцен, чтобы заново пережить эти эмоции. Некоторые шутки могут больно ущипнуть вас за олдскулы, но в целом ты прощаешь фильм за эту дерзость. Что же касается драмы, то плакали тут практически все, кто был со мной в зале на сеансе, причем несколько раз, и это не обязательно какие-то банальные моменты, они цепляют даже если ты не совсем знаком с персонажами. За всю ленту ты переживаешь огромный спектр эмоций, особенно если ты в курсе, кто такой Человек-паук и хотя бы смотрел несколько как новых, так и старых фильмов про его приключения. Ну и как ни крути, это все же отчасти блокбастер, потому что это Marvel и это Человек-паук. Весь экшен максимально разнообразный, учитывая, что это бои со злодеями, чьи падения уже многие видели и не раз. Эпичность в каждом кадре. Это красиво, это захватывающе и частенько в слоумо. А игра актеров просто на высоте, несмотря на то, что многим пришлось вернуться к давно забытым персонажам. Не могу трезво оценить качество компьютерной графики, так как тут постоянно что-то несется, и тут не то, что боишься пропустить момент, выйдя в туалет, так как фильм идет почти 3 часа. Тут боишься отвлечься на попкорн, так как спокойно можешь что-то проморгать, но при этом, повторюсь, все выглядит очень красиво. Это эпично, это громко, это восхитительно. Весь фильм пропитан отличным саундтреком, который то и дело время от времени дергает тебя за разные струнки, от чего тебе то смешно, то от души хочется поплакать. Ну и вообще на протяжении ленты играют разнообразные треки, причем с одной стороны они могут показаться не в тему, но в совокупности с тем, что происходит на экране, это все превращается в залипательный трэш или в каноничную комиксовую атмосферу. И в том и ином случае ты максимально погружен в происходящее на экране. К моему большому удивлению, это оказалась очень интересная и увлекательная супергеройская комедия, а не то, как я себе представлял это раньше. И хочу заметить, что это даже хорошо, так как при наличии большого количества драмы и разнообразного экшена в целом это получился очень душевный и даже отчасти жизнеутверждающий фильм, в котором подняты важные темы по типу принятия себя или выбора, который ты делаешь в жизни, про то, что за свои поступки нужно отвечать, ну и конечно же о том, что с большой силой приходит и большая ответственность. Ну как-то так. Ну а шо?